Итак, данный выпуск будет полезен тем игрокам, которые уже знакомы с игрой The Forever Winter. Новым игрокам я рекомендую сначала посмотреть мой предыдущий обзор на эту игру. Ссылку на видео я оставлю в описании. Если кратко характеризовать действия разработчиков игры и текущее состояние проекта, то подойдет выражение «из крайности в крайность». Другими словами, это означает колебания между противоположными точками зрения в геймдизайне игры. Я сейчас перечислю игровые моменты, на которые обратил внимание. Начнем с моего любимого наболевшего вопроса. Когда наконец починят механику стрельбы от третьего лица? Когда разработчики вернут ее на тот уровень, в котором она была до мартовского обновления 2025 года? Я не перестану огорчаться по этому поводу и, пользуясь случаем, буду всегда напоминать. Из-за этого поломанного элемента нет желания играть в игру. А ведь в игре много багов, которые нужно донести до разработчиков для скорейшего их исправления. Чем больше игроков с разным видением и предпочтением играет в игру, тем больше полезной информации можно от них получить. Но если из-за важнейшей игровой механики в нее невозможно играть, то, к сожалению, часть вашей аудитории просто забьет на проект и, возможно, уже больше не вернется, так как в целом разработка игры, балансировка и исправление различных механик идет крайне медленно. Следующий игровой элемент не является багом, но он визуально создает кратковременную дезориентацию в пространстве и визуальный дискомфорт. Я данный аспект заметил не сразу. Он появился в последних обновлениях. Смотрите, когда вы быстро поворачиваете камерой, то ваш персонаж поворачивается за камерой с задержкой по времени, и все видимое окружение вокруг вас визуально сильно смазывается. Более очевидную задержку персонажа вы можете увидеть во время прицеливания. Видите, как оружие с сильным запозданием приходит в точку, куда камера уже переместилась? От третьего лица данное визуальное несоответствие еще сильнее, чем от первого лица. Из-за этого в боевой ситуации, когда нужно быстро перемещать камеру, я на мгновение потерял позиционирование своего персонажа в пространстве по отношению к врагам. Получается, во время движения камеры нет четкой синхронизации со своим персонажем. Он всегда опаздывает за тобой. Из-за этого получается диссонанс. В игре мы видим много различных эффектов, и игровой интерфейс иногда ухудшает обзор происходящего. Например, когда у вас остается маленький запас здоровья, в этот момент визуально на экране появляются помехи. Чем меньше у вас здоровья, тем больше помех появляется на экране. И с добавлением нового визуального элемента, назовем его условно размытие видимости, ситуация в обзоре происходящего и понимание своего позиционирования из-за нового элемента значительно ухудшилась. Такой визуальный прием считаю некомфортным и неподходящим для этой игры. В моих давних выпусках мы видим четко все окружение при движении камеры, а персонаж моментально без задержек поворачивается в том же направлении, что и камера. Нет этого дебильного размытия видимости окружения вокруг нас. Разработчики, пожалуйста, верните этот игровой элемент таким, каким он был раньше. В данном случае ваш новый визуальный прием сильно ухудшил обзор, внес дисбаланс в ощущении происходящего и синхронизации игрока с персонажем. В этом нет никакой эстетики или пользы, это просто ненужный визуальный балласт. В продолжение темы про обзор хочу добавить, что расстояние игровой камеры до персонажа и, следовательно, отображение пропорций героя, когда играем от третьего лица, поменялись. Как ярый любитель игры от третьего лица скажу, что данное изменение ухудшило обзор происходящего. Тут рекомендую разработчикам вернуть пропорции персонажа и расположение камеры, через которое мы видим игру, как было до обновления игры в марте 2025 года. В начале видео я обозначил состояние проекта из крайности в другую крайность. Что я имел в виду? Разработчики у вражеских NPC поменяли алгоритмы распознавания и агрессии против игроков. Теперь враги начинают накапливать шкалу
идентификации против нас с очень далекого расстояния, и при этом они могут быть в бою против других фракций и двигаться по отношению к нам в другом направлении. Также модель вражеских персонажей расположена по отношению к нам в боковой проекции, или даже иногда в проекции, когда мы у них за спиной. Шкала идентификации все равно у них заполняется. Еще мне показалось, что скорость заполнения шкалы идентификации против игроков стала быстрее, чем была. Поменяли алгоритмы передвижения и ведения огня у вражеских NPC. Теперь этот процесс стал странным, рваным и неестественным. Скорость передвижения отрядов сделали быстрее. Враги при заполненной шкале идентификации против нас могут немного пострелять в нашу сторону, а потом резко ломануться и бежать от нас в другом направлении. Еще заметил один необычный момент в стрельбе. Иногда бывают сложности в попадании пуль по врагам. Это проявляется заметнее, когда впервые открываем огонь по патрулирующим врагам. Возможно, разработчики вообще понизили скорость полета пуль, или у них что-то сломалось в данной механике. Мой друг Василий сказал, что такие начальные промахи в стрельбе могут быть из-за рассинхронизации. Я не уверен на все 100%, но предполагаю, что в этом элементе что-то не так. Снизили урон с дробовиков, это пиздец. Теперь от них нет толку. Я врывался на ближнюю дистанцию с дробовиком АА-12 с улучшенным магазином на 32 патрона против бронированного отряда Юруска. Мне не хватило патронов, чтобы положить весь вражеский отряд. Нахуя они так сильно понерфили урон с дробовиков? Раньше он был имбой, но нужно было подходить вплотную, чтобы наносить максимальный урон, а теперь даже с близкого расстояния дробовик не может полноценно нанести урон. Очередная крайность, иначе это не назовешь. Увеличили количество здоровья киборгам. Теперь с винтовки, используя одну пулю, их нельзя убить в голову, как это было раньше. Вообще сейчас на них приходится расходовать много патронов. Данное нововведение от разработчиков спорное. Как по мне, ТТК стал затянутым и пропал баланс в динамике и реалистичности. Из-за этого нет особого смысла стараться стрелять им в голову, так как из-за повышенного здоровья они часто успевают все равно до нас добежать, а вблизи придется стрелять в туловище. И, к сожалению, мы не можем надеяться на дробовик. Получается, самый простой враг в игре с высокой вероятностью будет наносить нам урон и всячески нас тормозить. Грабер, он же Йоба, до сих пор хватает нас с далекого расстояния. Разработчикам по-хорошему этот баг нужно исправить в первую очередь. Очень часто бывают случаи, когда от него еще можно успеть убежать. Его далекий захват – это дисбаланс, при том, что он является бойцом ближнего боя. Мне не понравились последние новые 3 карты, как им сделали левел дизайн. Они максимально простые, хотя, возможно, я сильно критичен в этом моменте. Легкие карты имеют право на существование в любом случае. Возможно, меня напрягает тот факт, что их делали около 8 месяцев вместо того, чтобы заняться улучшением и исправлением игровых механик. Для многих, я уверен, лучше играть с наименьшим количеством карт, но при этом с более высоким качеством различных игровых элементов. В игру добавили много предметов, которые можно добыть с врагов. Это сделали целенаправленно для крафта. Кстати, количество выпадающих предметов с врагов тоже увеличили. Теперь в убежище можно улучшать площадку для производства и можно создавать разные предметы, от гранат до патронов. Также можно создать специальную турель, с помощью которой можно обездвижить опасных врагов, например, таких как Грабер или Маму. Поменяли систему потребления запасов воды. Теперь вода – это валюта, чтобы войти в экспедицию на карте. Есть некоторые карты с точками входа, где вода не требуется. На данный момент всего лишь 2 карты. Это Слоновий мавзолей и Выжженный анклав.
Это сделано специально для того, чтобы вы всегда смогли играть, даже без запасов воды, но при ограниченном выборе карт. Данное решение вполне грамотное. Помните, как нас напрягало то, что враги неожиданно появляются рядом с нами? Прям как в фэнтези-игре, где есть магия и телепорты. В последних патчах этот элемент исправили, но, как оказалось, не до конца. У меня был случай на карте «Слоновый мавзолей», где передо мной из пустоты появился отряд киборгов. Важное уточнение. Вражеский отряд появился именно из пустоты, а не с самолета, который летает над полем боя и сбрасывает киборгов. Возможно, где-то на других картах такое тоже бывает. Нужно тщательно тестировать. Пока это единственный случай, который я заметил. На картах можно встретить интересную конструкцию. Сооружение похоже на маяк с ногами. Этот маяк – недоделанная механика. Он предназначен для отслеживания соотношения врагов на карте, которое можно просмотреть из своего убежища. Добавили гранаты, меня они пока не впечатлили. Урон у них маленький, и ими нужно еще четко попасть. Планирование траектории броска ограниченное и неудобное. Физика отскока гранат от поверхности тоже оставляет желать лучшего. Данную механику нужно обязательно дорабатывать. Улучшение престижа после 25 уровня не дает прибавку здоровья персонажам. Хотя уже давно сделали максимальный 50 уровень. Очень жаль, а ведь с повышением престижа хотелось бы дальше улучшать характеристики персонажей. Получается, сейчас максимальное улучшение престижа актуально только для робота, чтобы на нем можно было прокачать все таланты в игре. У меня впервые за последнее время, после добавления нового патча, игра иногда стала нагружать сильно систему охлаждения и процессор на короткое время. Прям как в игре Path of Exile 2. Настройки графики я не менял. Графику в последних патчах вроде облегчили, но на деле нагрузка на компьютер иногда кратковременными скачками проявляется сильнее, чем это было раньше. Из положительного в игру добавили новые музыкальные композиции. Вы можете их услышать на новых картах, когда вступаете в сражение. Как всегда, к музыкальной части ни у кого нет претензий. Благодаря звуковому дизайну игра воспринимается великолепно, и у игры есть своя атмосфера. Давайте уже закругляться. Мой субъективный итог таков. Игра разрабатывается долго по времени. Спустя 8 месяцев после моего предыдущего обзора, разработчики по сути доделали все карты и одновременно с этим внесли маленькие механики. Все это работает по большей части криво. С такими темпами игре предстоит долгий этап балансировки и доработки различных механик. Для меня важнейшая проблема до сих пор та же – стрельба и обзор происходящего вокруг от третьего лица. Я так понял, здесь в основном игроки стреляют от первого лица, и данная проблема их не волнует. Для меня было здорово, динамично, фаново и интересно взаимодействовать с игрой именно от третьего лица персонажа. Надеюсь, разработчики все исправят и доработают. Просто я придерживаюсь стратегии лучше делать меньше контента, зато с упором на качество в различных игровых элементах, особенно в основных механиках, чтобы была возможность более-менее приемлемо играть в The Forever Winter. Время никого не щадит. Игра в стадии разработки, и у нас есть возможность поиграть в нее благодаря раннему доступу. Но из-за такого длительного создания проекта на горизонте могут появиться другие проекты в лучшей играбельной версии. И тогда основная аудитория может уйти в другие игры. Видимо, мне не безразлична судьба игры The Forever Winter. Я искренне желаю этому проекту скорее выйти на технически налаженный, сбалансированный и интересный уровень игры. Благодарю вас, что досмотрели мой новый обзор до конца. Дорогу осилит идущий. Всем пока.